Всем привет! Думаете, это просто симпатичный вьюнок для декора? Нет, перед вами зеленая удавка, настоящий растительный спецназ, который прямо сейчас медленно переваривает ваш забор и душит плодовые деревья. По вашим многочисленным заявкам мы провели масштабное расследование и досконально изучили врага номер один на любом участке. Сегодня мы не просто будем полоть, мы устроим настоящую проверку на прочность. В этом видео мы столкнем лбами все, от проверенной временем дедовской запрещенки до точечных химических ударов. Я знаю, в комментариях под прошлыми роликами обязательно найдется шутник, который напишет: «Зачем его уничтожать? Сдай в пивоварню и заработай». Ребята, сразу отвечу. Те, кто советует сдавать садовый хмель пивоварам, видимо, никогда не пытались выкорчевать 3-метровый корень, который прочнее арматуры. Пивовары от такого сырья перекрестятся, а вот ваш огород точно скажет спасибо, если мы избавим его от этого захватчика. Если вы устали проигрывать эту войну, досмотрите до конца. Мы начинаем операцию по дезинфекции. Пивоварня нам не светит, так что переходим к суровой реальности. Почему ваш сосед воюет с хмелем 10 лет, а счет все еще 10-0? Многие верят в магию. Рвану посильнее и выдерну. Друзья, я сам был в этом аттракционе. Вы ходите на поединок, как на финал Олимпиады, тянете колючую жилу до хруста в пояснице и победа. В руках 5 метров зеленой проволоки. Вы гордо бросаете ее в костер. А через неделю на том же месте вас ждет сюрприз. Из земли лезет росток еще наглее прежнего. Хмель – это растительный терминатор. Вы его вроде ликвидировали, а он, уходя под землю, басит «I'll be back» и возвращается, приводя с собой братьев-качков. Почему прополка – миф? То, что мы видим сверху, это просто отдел маркетинга. Основной бункер спрятан в подполье. Корневая система хмеля – это подземная магистраль, уходящая вглубь на 5 метров. Когда вы тянете за стебель, срабатывает предохранитель. Лиана рвется, а внизу остается канат толщиной с руку. В нем энергии столько, что хмель переживет ядерную зиму. Более того, при обрыве верхушки включается режим «тревога». Спящие почки получают приказ: «Нас атакуют, выпускаете кракена». Вместо одной лианы завтра выстрелит 5. Это борьба с лернейской гидрой. Вырывать хмель все равно, что останавливать поезд, открутив ручку от двери. Вы его только раззадориваете. Мы имеем дело с интеллектуальным агрессором. Раз он хочет войнушки, он ее получит. Забываем про физкультуру. Перед тем, как колоть уксус или сыпать соль, можно попробовать метод, который я называю «чаепитие у сатаны». Это самый дешевый и экологичный способ, но он требует точности. В чем фишка? Мы используем высокую температуру, чтобы разрушить белок в корневой шейке. Корень хмеля – это мощный насос, но он очень чувствителен к резким перепадам температур. Инструкция. Записывай цифры. Объем. Тебе понадобится минимум от 5 до 10 литров крутого кипятка на одну точку роста. Обычного чайника не хватит, вода остынет быстрее, чем доберется до глубины. Температура. Вода должна быть от 95 до 100 градусов Цельсия. Прямо с огня и сразу в дело. Подготовка. Обязательно окопай корень на от 10 до 15 сантиметров, чтобы обнажить голову нашего терминатора. Если лить просто на землю, почва сработает как термос и заберет на себя весь жар. Процесс. Лей медленно, тонкой струей прямо в центр корневища. Нам нужно, чтобы кипяток просочился как можно глубже в поры корня. Результат – ты буквально варишь верхушку корня. После такой бани спящие почки погибают мгновенно. Но давай честно, для старого хмеля, который ушел корнями к центру земли, это как слону дробина. Он может переболеть и выкинуть новый росток из глубины. Поэтому в нашем умном огороде кипяток – это скорее мощный первый удар, чтобы ослабить врага перед тем, как мы достанем шприц с уксусом. Разминка закончилась, достаем тяжелую артиллерию. И нет, это не магазинные яды, от которых дохнут даже червяки у соседей. На повестке метод для эстетов – уксусная инъекция. Вижу, как в комментариях напряглись ветераны садово-огородных войск. Автор: «Я воюю с хмелем 30 лет». Передам этот забор внукам вместе с планом обороны. Ребята, серьезно? За это время можно выучить китайский. Если ваша война длится десятилетиями, значит хмель уже вписал вас в родословную как тренажер для укрепления корней. Пора заканчивать этот сериал. Переходим к цифрам.
Нам понадобится шприц на от 5 до 10 мл и 70% уксусная эссенция. Не столовый уксус, а именно концентрат. Помните терминатора? Так вот, уксус для него – это жидкий азот для Т-1000. Технология. Срезаем лиану на высоте от 5 до 10 см от земли. В центре пенька вы увидите полость диаметром от 2 до 4 мм. Это его главный автобан для питания. Набираем в шприц от 2 до 3 мл эссенции на каждый стебель и делаем золотой укол прямо в центр среза. Кислота пойдет по сосудам вниз, выжигая бункер на глубине, где не достанет лопата. Это дешево и безопасно для ваших помидоров в 50 сантиметрах от места атаки. Работайте в перчатках, хмель кусается колючками до последнего. Если ваш захватчик помнит съезды КПСС и его стебли толщиной с большой палец, повторите процедуру через 48 часов. Пока уксус делает свое дело, мы готовим следующий сюрприз. Сейчас будет еще горячее. Если уксусный укол не угомонил нашего терминатора, пришло время вызвать дух древнего Египта. Переходим к этапу проклятия фараона – тотальной солевой блокаде. Помните фильм «Мумия»? Секрет жрецов был в соли, которая вытягивала влагу, превращая врагов в сухую воблу. С хмелем провернем тот же фокус. Нам нужно его мумифицировать. Хмель – невероятный водохлеб. Его корни работают как насосы, но соль – мощный осмотический яд. Там, где ее концентрация выше, вода устремляется наружу. Мы заставим корень отдавать влагу почве, пока он не высохнет в собственной берлоге. Переходим к точным цифрам и инструкции. Расход материала. Берем 1 кг, одну пачку самой дешевой каменной соли на одно взрослое растение. Подготовка. Окапываем корень на глубину от 15 до 20 см, максимально обнажая корневую шейку в радиусе 30 см. Сухой метод. Равномерно засыпаем всю пачку соли в образовавшуюся лунку прямо на срезы и корень. Метод адского рассола. Для старых имхотепов готовим гипертонический раствор. Растворяем 500 граммов соли в 1 литре горячей воды, концентрация при которой соль перестает растворяться. Заливаем этот литр прямо в центр корневища. Результат. Для растения это осмотический шок. Клетки сжимаются, транспорт соков замирает, и корень превращается в хрупкий гербарий. Снаружи дерево, внутри мертвая пустыня. Внимание, цифры безопасности. Соль – это не уксус, она не испарится. Если вы засыплете этот килограмм в малинник, малина погибнет в радиусе 1 метра. На этом пятачке ничего не вырастет минимум от 2 до 3 года. Поэтому применяйте блокаду строго вдоль заборов, под фундаментом или на меже. Слушай, если ты думал, что экзекуции кончились, то ты плохо меня знаешь. Уксус был хирургией, соль – магией, а теперь пришло время советской классики. Помнишь джентльменов удачи? Косой там очень не хотел лезть в цистерну, а в итоге оказался в машине с, очень активным удобрением. Какой хороший цемент, не отмывается совсем. Сегодня мы устроим нашему хмелю такой же переезд. Вместо цемента – свежий навоз. Будем убивать сорняк тем, чем другие его кормят. В умном огороде все есть яд. Вопрос в дозировке. Хмель обожает азот, но свежий навоз – это не еда, это химическое оружие. Аммиак и мочевина там такой концентрации, что сжигают все живое, а при разложении внутри корня начинается настоящий адский котел. Рецепт адского переезда. Записывай цифры. Материал. Тебе нужно 1 ведро от 10 до 12 литров самого свежего, ядреного, конского или коровьего навоза. Перегной не катит, нужен именно свежак, который еще парит. Слой. Обкладываем наш несчастный пенек слоем толщиной от 15 до 20 см. Радиус. Покрываем зону от 30 до 40 см вокруг стебля. Герметичность. Сверху обязательно присыпь навоз слоем земли в 5 см или накрой пленкой. Нам нужно, чтобы аммиак не выветрился в небо, а шел строго по адресу, вниз, к бункеру нашего терминатора. Знаешь, в чем прикол? Хмель сначала обрадуется: «О, халявный азот приехал!» Начнет жадно впитывать его корнями, и вот тут ловушка захлопнется. Произойдет жесточайший химический ожог. Это как если бы тебя заставили съесть 10 килограммов торта за раз. Звучит заманчиво, но финал летальный. Метод шикарен тем, что он на 100% натуральный, никаких канистр с черепом и костями.
Пока хмель там медленно поджаривается, почва через год на этом месте станет просто сказочной. Но будь осторожен, как герой в фильме. Не испачкайся сам и не сожги соседние огурцы. Это оружие массового поражения, работаем строго по площади захватчика. Минимум от 50 до 70 сантиметров дистанции до полезных посадок. Казалось бы, после такого не выживает даже арматура. Но противник коварен, у него могут быть спящие ячейки глубоко под землей. Чтобы добить его окончательно, переходим к фазе тотальной темноты. Пора выключать свет. Жгли мы этот хмель уксусом, солили как огурцы в бочке. Но знаешь, что его реально добьет? Обычная темнота. Сейчас мы устроим этому гаду настоящий фильм ужасов. Я тебе признаюсь по секрету, я сам до чертиков боюсь темноты. В детстве всегда казалось, что из-под кровати кто-то руку высунет, стоит только свет погасить. У тебя тоже такое было? Черкни в комментариях, какой твой главный страх, пообсуждаем. Но сегодня в роли монстра будем мы. Мы просто выключим хмелю свет. Навсегда. Метод темной комнаты – это база нашего умного огорода. Хмель, какой бы он ни был крутой терминатор, все еще растение. А листьям нужно солнце. Это их батарейки. Отрежем солнце, и аккумуляторы в корнях сядут в ноль. Как будем выключать свет? Записывай цифры. Материал. Берем только то, что вообще не просвечивает. Старый линолеум, рубероид или черная пленка. Только смотри, пленка должна быть толстая, минимум 200 микрон, а лучше сложи ее в 2 раза. Обычная тряпка спанбонд не пойдет, она дырявая, хмель через нее свет увидит и выживет. Масштаб. Не жадничай. Накрывай место, где он рос, и бери запас еще 1,5 метра во все стороны. Эта зараза хитрая. Он под землей проползет и вылезет в 10 сантиметрах от края твоего линолеума. Герметичность. Края придави кирпичами или вообще землей засыпь. Нужно, чтобы под укрытием было 0% света. Вообще ни одного лучика. Время. Тут нужна выдержка, минимум 1 год. Если накрыл сейчас, в мае, то не вздумай снимать до следующего лета. Знаешь, что там под пленкой будет твориться. Первые пару недель хмель начнет паниковать, будет выкидывать такие бледные белые ростки-призраки, как в триллерах про подземелья. Корень начнет жрать сам себя, тратя все запасы, чтобы найти хоть каплю солнца. Месяца через 4-5 такой диеты его канаты просто превратятся в труху. В этом вся фишка. Мы не потеем с лопатой. Мы заставляем биологию вкалывать за нас. Главное, не будь любопытным. Не поднимай край посмотреть, как он там. 1 луч света, и этот терминатор может снова ожить. Терпи до победного. Слушай, мы тут перепробовали все. От кипятка до мумификации. Но я знаю, что среди вас есть фанаты радикальных мер. Те, кто не хочет ждать, пока навоз перегорит или соль вытянет влагу. Вы просили разобрать химию? Погнали. Я называю это суперсила с побочкой. Использование гербицидов на основе глифосата – это как вызвать авиацию с напалмом. +1, но жирный. Яд проникает в сок и разносится по всей корневой системе, блокируя синтез белков. Это единственный способ реально достать кончик корня, который залез под фундамент на глубину 3 метра. Но за суперсилу придется платить. И побочки тут такие, что стоит трижды подумать. Выжженная земля. Глифосат не выбирает цель. Капля попала на любимую хосту или яблоню – все, заказывай музыку. Хмель уйдет, но заберет с собой пленных. Экологический след. Это не уксус, он не испарится. Химия остается в почве и грунтовых водах. Для адептов умного огорода, где мы бережем каждую козявку в почве, это метод на самый крайний случай – иммунитет. Хмель – тварь живучая. Бывает, после первой дозы он просто поболеет, пожелтеет, а через месяц выкинет новые почки. Приходится бить снова, увеличивая концентрацию яда на своей же земле. Работаем по-умному. Записывай цифры. Концентрация. Не разводи по инструкции для сорняков на дорожках. Для хмеля нужен убойный раствор. 100 мл препарата на 1 литр воды. Метод снайпера. Никаких распылителей. Малейший ветер, и ты сжег пол огорода. Срезай лиану и кисточкой наноси концентрат прямо на срез. Метод пакет. Если нужно обработать листья, надень на руку пакет, смочи тряпку в яде, протри листья хмеля и завяжи этот пакет сверху прямо на растении на 24 часа. Так яд впитается адресно, и ни одна капля не улетит на соседей. Мой вердикт. Химия – это кнопка катапультирования. Пользуйся только если хмель уже начал поднимать фундамент дома. В умном огороде мы побеждаем хитростью, а не ядами. Напишите в комментариях,
Вы за чистую борьбу или считаете, что с хмелем все средства хороши? А мы переходим к финалу. Сделаем так, чтобы на месте врага не вырос новый. Ну что, друзья, мы прошли через огонь, уксус и медные трубы, то есть соляные ванны. Хмель повержен, его подземный бункер превратился в склад мумий, а черная комната вытянула из него все соки. Казалось бы, можно выдохнуть и пойти отмечать победу. Но в умном огороде мы знаем, природа не терпит пустоты. Если вы просто снимете пленку и оставите голую землю, хмель может вернуться. Либо из забытой в глубине почки, либо семенами от соседей. Поэтому наш финальный этап – это биологическое вытеснение. Нам нужно заселить эту территорию теми, кто не просто выживет, а станет новым хозяином положения. Кого берем союзники? Нам нужны растения-агрессоры, но управляемые. Рожь – это идеальный сидерат. У ржи настолько мощная и плотная корневая система, что она буквально перемалывает почву, выделяя вещества, подавляющие рост конкурентов. Хмелю просто не будет места, где просунуть свой росток. Топинамбур или хрен – это совет для экстремалов. Если вы хотите устроить на меже настоящую битву титанов, посадите их. Хрен – это единственный парень в огороде, который может дать хмелю сдачи. Он захватит территорию так, что хмель сам уползет к соседям. Но помните, хрен потом тоже придется контролировать, хотя это в разы проще, чем бороться с зеленой удавкой. В чем главная хитрость? Мы создаем плотный дерн. Хмель любит рыхлую, богатую азотом почву, где можно безнаказанно раскидывать свои канаты. Когда земля плотно занята корнями культурных трав или сидератов, его партизанская тактика проваливается. Итог нашей спецоперации. Борьба с хмелем – это не разовый субботник с лопатой, это марафон. Но если вы примените хотя бы 3 метода из моего списка, вы увидите, терминатор больше не вернется. Вы больше не будете тем человеком, который 30 лет воюет с забором. Вы станете хозяином своего участка. Друзья, на этом наши хроники противостояния заканчиваются. Напишите в комментариях, какой из методов вы рискнете попробовать первым. Или, может, у вас есть свой секретный дедовский способ, о котором я не упомянул. Обязательно делитесь, мы тут все учимся друг у друга. Не забывайте подписываться на канал, здесь мы делаем огород действительно умным, а борьбу с вредителями захватывающей. Всем чистого сада и послушных растений. До встречи в новых выпусках.